Всем привет! У нас сегодня один из необычных обзоров. Это обзор автомобиля, в котором мы не будем говорить об установленной у нас аудиосистеме. Хотя про штатную тоже расскажем. Ты что, меня или кошку снимаешь? Ладно, снимай кошку. Всем уже похуй на меня, все кошку хотят увидеть. Они там палят, сними в окно. Все спрятались. Ладно, пусть давай, не снимай ее, меня снимай. У нас сегодня обзор просто автомобиля. У нас не автообзорный канал, хотя многие на нас подписались именно потому, что иногда такие обзоры бывают, и многим они нравятся. Надеюсь, этот обзор вам тоже понравится. Мы расскажем сейчас про дизайн автомобиля, про его стоимость. Внутри салона посмотрим обязательно, поиграемся с навигационной системой, с бортовым компьютером, с мультимедийной аудиосистемой. И, конечно, покатаемся, потому что у нас сегодня не простая машина, а версия John Cooper Works. Это что-то вроде, я не знаю, M, у BMW что-то вроде AMG. Ну, в общем, автомобиль в тюнинге, заряженный и провоцирующий владельца на спорт. Красивый, доработанный и с весьма мощным мотором. Здесь стоит 2-литровый двигатель с Twin Turbo, развивающий 235, по-моему, лошадиных сил. Короче, много. Он очень маленький. Такие есть версии полноприводные. У нас передний привод. Автомобилей этих приехало в Ростов на заказ 2. Первый пустой, этот у нас довольно заряженный. Однако удивило, насколько он заряженный. Нет многих вещей, которые хотелось бы, чтобы были. И дозаказать их нельзя. Например, крышка багажника здесь не электрическая. Регулировка сидений, потому что, наверное, это купешка. Тоже у нас полностью сделано на механике. Во всем остальном это автомобиль очень необычный, он притягивает взгляды, хотя эта модель уже не новая, она давно, но вот этот автомобиль, когда по улицам проезжает, оглядываются все и смотрят, что же это такое. Круто здесь абсолютно все. Начиная от колес, больших суппортов, неплохого достаточно обвеса интересного, и куча всяких дизайнерских решений. Давайте быстро по ним пробежимся, потому что я не люблю вот это все рассказывать. Это кому-то нравится, а кому-то не нравится. Я покажу, вот на что обратил внимание я. Прежде всего, капот открывается здесь вот таким образом, оставляя 2 круга от фар. И фары у нас вот, не знаю, необычно как-то открывается. Аккумулятор у нас не по BMW-шному находится спереди. Здесь клемма плюсовая для прикуривания или для дозарядки. Вот здесь мы видим надпись Twin Power, которую очень многие путают с битурбо. Здесь не 2 турбины, а турбина. Я не знаю, как она там сделана, с 2 камерами. Ну да, в общем, мощнее, чем обычная турбина. В остальном здесь смотреть нечего, места под капотом очень мало, и вот все так очень плотно разместилось. Ад, наверное, для ремонта, я предполагаю сейчас. Возможно, это супер удобная в ремонте машина, но вот опыт мне подсказывает, что тут, чтобы долезть до каких-то важных органов, может быть, даже надо мотор вывешивать. Скажите, Гран, тут адово, да, все? Да, я думаю, даже и музыку здесь адово ставить. Скомпоновано, все сбито, очень мало места. Открывается, закрывается, все очень круто, красиво. Здесь у нас везде есть шильдики, которые говорят нам о том, что это не обычный Мини Купер, а John Cooper Works. Колеса очень необычно выглядят. На любителя тоже мне не нравятся, но выглядят необычно и богато, надо сказать. Большие суппорта. Видно, что машина со спортивным характером, надо останавливаться, а значит и разгоняется, скорее всего, очень неплохо. Скоро мы это посмотрим. Вот эта вот штука мне очень нравится. Здесь вот этот вот верхний молдинг, он переходит на бочину и также уходит назад. И если машину всю затонировать в круг, будет такое вот ощущение, что крыша отдельно от кузова, между ними стекло полностью. Сделано тоже достаточно стильно, очень необычно. И крыша, если вы знаете, это опция, покраска крыши, это можно заказать все что угодно. Вот это покрашено у нас красным, есть черный. Бывает до оснащения панорамной крышей и люком, соответственно. Здесь этого нет. Сзади спойлер, который вообще не выбивается из дизайна, из общего, очень прилично смотрится. Багажник у нас механический, и самого багажника как такового нет. И вот здесь они решили это тем, что сделали углубление, и здесь есть еще одна ниша для багажника. Грамотное решение. И еще даже этот пол поднимается, а под ним у нас
ничего нету. Это просто фальшпол, под которым, а нет, правая часть откидывается. Вот так вот к ней прикреплена. Вот эта вот штука. И здесь у нас что-то, не знаю, что это. Просто отвертка и буксировка. Ну да. Ну и вот место для чего-то еще. Ну это секретки. Ну не домкрата, конечно, у нас, ни докатки, ничего этого нет. Объем багажника при желании можно чуть-чуть увеличить. Или я не знаю, для чего это нужно. Мы вот это только сейчас увидели. Вот видите, здесь эта штучка есть. Вот здесь сверху вначале покажи. Если сверху мы откидываем сиденье, вот здесь можем этот упор вот так поставить. И замок уже входит в него, фиксируя крышку чуть дальше. Ты знал это? Нет? Ну, мы тебе сейчас много про нее расскажем. Вот, соответственно, давай справа сейчас так же сделаем и посмотрим, насколько у нас багажник увеличится. Так, у нас вот получается, Да вот видно. ну раза в 1,5 стал больше, да? Ну да. Нормально так высвобождается. А вот тут у нас знак. Ну, давай про знак не будем рассказывать. Давай его еще достанем, разложим, посмотрим качество знака аварийной остановки. Мне, кстати, в BMW бы кинуть, у меня нету. Штраф. У меня есть там за что штрафовать. И без знака. Вот, а складываем, ну, то есть они вот в таком положении у нас, если сложить, вот видите, сколько багажника у нас съедается. Ну и вот в таком положении, я боюсь, задним пассажирам, им там и так не сладко, мы сейчас до них дойдем. Но в таком положении там уже ездить вообще, наверное, никто не сможет. Хотя детям похеру, наверное. Дети смогут. Вот здесь покажи. Вот видите, уже машина новая, видите, уже налет, но это не коррозия, я не знаю, что это. Она оттирается. Это просто рукожопы на мой. Ну не 3. Нет, это что? Это соль, да, как-то откладывает. Ну это, короче, не первый случай на хроме. Я думаю, он будет корродировать из-за этого, если его не чистить. Ключ у нас очень необычный. Короче, открыто-закрыто. И вот как в случае с BMW, тоже тут значок мини. Это закрыть. Но у нас также есть кнопка на ручке. Можно вообще с ключом в кармане открыть машину и также ее закрыть. Причем, если ключ находится в салоне, машину закрыть уже не получится. Я не мог не попробовать. Мы сейчас поэкспериментировали, насколько он должен быть в салоне. Вот если ключ вот здесь, машина уже думает, что он в салоне и не закрывается. Видите, да? Если мы его вот так вот чуть-чуть отводим, она уже думает, что... Я не знаю, как это работает. Ну, то есть он сверху. Вот сейчас попробуем. Вот здесь. Здесь уже она думает, что снаружи. Короче, вот как-то машина понимает, что ключ в салоне и вот не запирает, если он близко. Внутри у нас очень необычно, очень красиво, но очень непрактично. Все одни сплошные пылесборники. Вот такие вот желобки, места, куда может завалиться пыль, повсюду, просто везде. Вот, посмотри. Вот ее всю так сделали. То есть мыть машину надо часто, я так понимаю. Либо будет скапливаться пыль. Очень много плоскостей, в которые можно... Вот видно пыль, смотри, вот здесь. Ну да, вот сюда может завалиться. Сиденья у нас комбинированы из, я не знаю, скольки, 3 материалов. У нас здесь есть тряпка, алькантара, кожа. Не, кожа это. И вот здесь сбоку непонятно, или кожа, или кожзам. Вот. Очень богато выглядят сиденья. Очень по-спортивному. И очень удобный, но без каких-либо электрических регулировок. Все на механике. Назад. Давайте сразу сзади покажем. Я туда не буду залезать. Вернее, буду, но я промолчу, насколько там удобно сидеть. Вот там уже ноги не поместятся. Взрослого здорового человека, у которого есть ноги. Ну, если вот так откинута спинка. И, соответственно, как мы показывали, багажник, когда разложены спинки для увеличения объема, мне кажется, там уже сидеть хоть и возможно. Короче, если понадобится кого-то довести, то, в принципе, человек потерпит. Но комфортабельным такую езду не назовешь. Ну, тут вот, покажи, тут места сзади не остается, если сесть. Поэтому машина явно для двоих. Чистая купешка. Ну, вот Тигран с разложенной спинкой сейчас сидит. Неудобно, Тигран? Да не, вообще неудобно. Как будто тебе кто-то в спину давит. Со сложенными спинками удобно, да, Тигран? Ну, да. Нормально. Вот, сзади у нас полный минимализм, у нас нет ни света, ничего, есть музыка, вот эти динамики, которые, скорее всего, сделаны даже
не для задних пассажиров, а на подзвучку передним, нарушая все правила автозвука. Ну вот они там есть. И подстаканник. А ну-ка покажи. Короче, сзади вы можете только слушать музыку, бухать в темноте. Не надо что-то делать, ты град. По салону очень смешанные чувства. Очень все необычно, очень вроде стильно с одной стороны. С другой стороны, к этому действительно надо привыкнуть. Везде вот шкалы нанесены, фирменные шашечки. Здесь тоже сверху надпись John Cooper Works. И вот шашечки здесь везде прослеживаются. Вот этот рисунок. Интересная регулировка руля. Она у нас осуществляется вверх-вниз вместе с приборами, с тахометром и спидометром. А вот по глубине руль ходит отдельно. Приборы стоят на месте. Ну, вот таких вот вещей здесь очень много интересных. На руле ничего необычного. Переключатели, лепестки подрулевые, круиз-контроль слева и справа управление аудиосистемой, компьютером и громкой связью. Здесь у нас давление масла, турбины и какой-то, не знаю, что это, хронограф, наверное. В общем, можно вот засекать разные режимы. Мы посмотрим, наверное, потом, если останется время, что это такое. Я так подозреваю, засекать там время круга или может до сотни разгон. Возможно. Спидометр до 260 расчерчен. Здесь у нас находится экран мультимедиа, навигации, бортового компьютера. Сейчас с ним тоже поиграемся. Облицовка сделана вот в виде такого стильного круга. И он не просто декоративный, это индикация. Вот эта вот штука вся светится. Сейчас я вам покажу как. Индицируя различные вещи. И климат-контроль она сюда выводит, и тахометр. Сейчас тоже с этим посмотрим. Старт-стоп кнопка очень интересно. Вот пульсирует. Машина сейчас выключена. Она загорается красным, тухнет плавно. Если мы нажмем тормоз, она загорается ярко, показывая, что можем завести. Кнопку мы можем поднять вверх, вниз. И абсолютно все остальные кнопки в этом автомобиле, вот такие рычаги, работают и вверх, и вниз одинаково. То же самое, что у нас касается верхних кнопок. Здесь у нас управление светом. Можно включить свет левый, свет правый. Это свет весь. И вот эта вот штучка регулирует у нас цвет подсветки салона. У нас меняются не только вот эти лампочки, но и подсветка в ногах. Вот эта подсветка. Можно выбрать различные цвета. К сожалению, сейчас не темно. Я вам не могу показать, как это красиво ночью выглядит. Но выглядит весьма красиво. Салон весь сделан с кожи алькантары. Кожзам где-то, по-моему, есть. Да, вот, по-моему, бока с кожзама. Но я могу ошибаться. Очень хорошая строчка. Не знаю, я не Давидыч. Не могу оценить качественно ровность строчки. Возможно, для него это очень криво. Мне очень нравится. Аудиосистема у нас стоит Harman Kardon. Динамики расположены по BMW-шному херово. То есть у нас здесь пищалка стоит в стойке, которая играет вон туда. Здесь стоит 10-сантиметровый динамик. И под сидениями, так же как в Бэхе, вот здесь у нас расположены мидбасы. Не самая удачная компоновка. Но вот здесь музыка играет очень даже приемлемо. Мы сейчас послушали. То есть, если не громко, музыку очень приятно слушать в этом автомобиле. Как в принципе вот во многих аудиосистемах. Все в порядке, пока вы не захотите послушать на максимум. По кнопкам быстро пробежимся. Тут в принципе ничего интересного, необычного. Это у нас выключение парктроника. Это у нас старт-стоп автоматический, да, по-моему. И он всегда включен, когда машину заводишь. Надо перешивать. Меня вот копейки это бесит. Останавливаешься, она глохнет, потом ты нажимаешь только эту кнопку, едешь уже без этого режима. Ну, кто-то сейчас скажет, вы не экономите топливо, вы загрязняете окружающую среду. Эта штука сделана специально для этого. Я соглашусь на самом деле, но она бесит пиздец как. Курсовая устойчивость отключается, включается. Подогревы, климат, вот это автоматическая или ручная рециркуляция воздуха по салону. Не знаю, как автоматическая работает, до сих пор для меня это загадка. То ли она подпускает всегда воздуха, то ли сама как понимает, когда пустить. Обогрев заднего и лобового. Лобовой у нас также с подогревом здесь сделано. И это супер. И подогрев еще такой, его практически не видно. Ну и, собственно, вот эта Ташкент кнопка, которая включает сразу все и направляет лобовое быстро, чтобы оттаяло. Здесь очень красиво индикаторы вот эти сделаны. Они у нас, если машину заглушить,
полностью черный глянец, и ничего на них не видно, не написано. Если мы включаем, автомобиль заводим, здесь у нас вот такая красивая графика, очень, очень здорово это сделано. Тоже, как и практически все в этом автомобиле, стильно и красиво. Переходим вот к этой интересной штуке. Это на самом деле, хоть она и выглядит по-другому, это, мне кажется, что это обычная BMW-шная NBT. То есть тут все один в один, как в Бэхе. Очень живая графика по сравнению с предыдущими, там вот CIC, CCC, вот этими. А у нас информационный дисплей, все один в один, как в Бэхе. Здесь мы можем настраивать, что у нас будет отображаться вот здесь, на центральном дисплее под спидометром. Управляется все, вот не показал джойстиком. Ну, обычно, вот как на NBT, то же самое. Чуть-чуть по-другому она выглядит. Вот эта штука у нас тач. Можно, рукописный ввод есть. Можно не писать, жесты она понимает и так далее. Сейчас покажу. Индикационный дисплей. Это вот эта штука, да? По кругу. Вот. Вот сейчас я покажу. Не знаю, видно в темноте. Видите, она загорается. Показывает. В то же время, не переключая ничего, если я сейчас начну управлять климатом, добавлять, убавлять, вот она показывает в реальном времени. Видите, как я кручу. Очень круто и красиво, необычно сделано. Здорово. Тут же можно отрегулировать его яркость. Теперь будет вообще мозолить глаза. Ночью я представляю, да, что это такое. Вот крутим климат так, газуем. Газуем, он вот не сразу понял, что надо климат выключить. Вот он перешел в режим тахометра. Звук приятный, кстати. Звук поснимаем еще снаружи. Звучание у нас все очень просто. Это не профессиональная аудиосистема. Или я не знаю даже, как она называется. Harman Kardon или Professional. Ну, тут у нас есть высокий, низкий, баланс и фейдер. Печаль BMW-шная, обычный Harman Kardon. Ну, звучит неплохо. Может за счет того, что динамики вынесены вот так вот, они спрятаны за обшивкой. Может за счет салона чуть-чуть другого. Ну, звучит приятнее, чем вот в Бэхах с такой же музыкой. В общем меню у нас есть еще навигация, которая очень круто работает. Очень приятно. Вот, например, ввод цели мы можем ввести населенный пункт. Не знаю, вот у нас Ростов введен. Сейчас попробуем, вот здесь я напишу вот так вот. Город Краснодар давайте напишем. К. А почему она не говорит сейчас? Или громкость выключена, да? Ну, кстати, громкость кручу, и эта штука тоже мне показывает. У нас там фильм идет, вот почему. Мы сейчас смотрели, работает ли фильм. Ну, давайте, раз уж он сам включился, покажем мультимедиа. Мультимедиа у нас, если честно, ни я, ни хозяин пока не знаем, есть ли жесткий диск. По-моему, он тут есть. Мы воткнули флешку. Вот внешние источники, внешние устройства. Здесь можно выбрать айфоны, AUX, и вот флешка мы воткнули. Он ее видит. Вот у нас здесь есть 3 фильма. Можно выбрать любой. И он начинает его проигрывать вот в таком маленьком экранчике. Вот мы долго промучились, чтобы понять, как выводить на полный экран. Но оказалось очень просто. Надо просто не делать ничего. И через какое-то время фильм начинает транслироваться на весь экран. Очень красиво. Вот фильм в широком формате записан. Он на весь широкий экран вот этой вот NBT показан. И качество очень крутое. Картинка хорошая. Единственное, что портит, скорее всего, мы сейчас поедем и он выключится. Но это, мне кажется, прошивается за 1000 рублей. И можно наслаждаться фильмами. И на ходу тоже, но не рекомендуется, конечно. Телефон, офис, это смс-ки подтягиваются, e-mail с телефона. Это тоже все как обычно в BMW работает. Можно позвонить в аварийную службу, в горячую линию, посмотреть, какая у нас СТО. Вот это телефон Армады, я думаю, да? Ассистент связи и так далее. Также, если установлено приложение в айфоне у вас, вы сможете использовать приложение. 4 приложения через iPhone. Там можно, по-моему, музыку, радио слушать, смотреть, не знаю, там заправки тоже. Ну, всякие сервисы, вот, которые уже есть, но ими мало кто пользуется. В нашей стране, по крайней мере. Информация об автомобиле у нас, кроме бортового компьютера поездки, состояние автомобиля. Ну, вот тут ошибки показываются, давление в шинах, масло и все остальное. Кроме всего этого у нас есть руководство по эксплуатации. Причем тут разные типы. Краткое руководство, фотопоиск. Можно вот, если какая-то девушка не разбирается, думает, вот что у меня с колесами, может почитать про диски и шины.
рисунок протектора, повреждение шин. Ну тут вот такая вот Википедия по автомобилю запихнута сюда. И вот если вам совсем нечем заняться, вот тут руководство по эксплуатации, тут пунктов просто пипец. Можно читать и читать про этот автомобиль. Вот видите, у нас только А, Б, В. Тут можно, то есть, прочитать про все, что угодно. Я так понимаю, они всю базу знаний, которые бывают, запихнули сюда, и вы можете, вот если вам делать нечего, обучаться. Кроме того, вы можете выбрать, ну, в поиске вписать, вот, выбрав букву нужную, можете в таче написать, например, Д. Л. да что ж ты будешь делать? Удалить. В. И. Вот двигатель. Движение по инерции. И пожалуйста. Ну, молодцы. Тут даже если делать нечего, можно не кино смотреть, а заниматься изучением автомобиля. Так, ну и посмотрим на мультимедийную систему более подробно. Музыкальная коллекция, я так понимаю, вот это именно встроенное, то, что у нас. Музыкальная коллекция пустая, импортируйте треки. Скорее всего, здесь есть жесткий диск. И можно записывать сюда, чтобы там не с флешки слушать, а в любой момент. Вот внешнее устройство уже показывал Пионер. У нас записано 3 фильма. Сейчас посмотрим, насколько интуитивно понятно здесь это сделано. Вот мы можем выбрать фильм любой. Показывается нормально. Сейчас посмотрим, как здесь работает перемотка. Я не уверен, что я это сразу осилю. Вот сейчас я не могу понять, может вот этими кнопками. Да, вот сейчас я переключаю файлы. Если я удержу, посмотрим, могу ли я быстро перемещаться по видео. Перемещаться могу, но не так уж и быстро. Увеличивается, видишь? Чем дольше держишь, тем он быстрее перемотает. Угу. Было 2, потом 4. Ну да, вот включили. Так, по мультимедиа понятно, классная вещь. Телевизора, к сожалению, у нас здесь нет, надо ставить дополнительно TV-тюнер. Навигация. Вот, ну, вот все абсолютно в этой мультимедийной аудио и навигационной системе работает очень красиво, очень быстро, и вот одни положительные эмоции испытываешь, когда пользуешься вот этой вот системой. Классная штука, можно в ней только зависнуть и играться. Ну, собственно, вот с внутренностями автомобиля мы ознакомились. У нас здесь приборы для тех, кто понимает. Здесь приборы для тех, кто боится быть оштрафованным. Вот это, кстати, у нас уровень топлива. Вот так вот индицирован. Очень интересно, вот эта стрелочка указывает, с какой стороны бензобак. Кстати, вот забыл показать, экран можно разделить на 2 части. Полиэкран включить. С одной стороны у нас будет, там, например, навигация, с другой смотреть кино, если прошить машину, ну, либо пользоваться там другими функциями какими-то. По салону, по внешке у нас все. Остается нам на этой машине прокатиться. Ну и запишу звук выхлопа, звук двигателя. Послушайте, насколько корректно запишется на микрофон, не знаю. Звучит машина тоже очень интересно. Изнутри у нас звук вот такой. Вот, кстати, не показал про спорт режим. 3 режима есть. Есть экономия, вот Green он называется. Наслаждение движением и экономия топлива. Есть обычный режим, наслаждение движением в типичном стиле мини. И спорт. Ощущение от вождения карта. Все загорелось красным. И у нас сейчас выхлоп, да, должен измениться звук. Да. Поинтереснее, да? Вот не как будто бы в маленькой купешечке нажимаешь. Такой громкий породистый звук. Сейчас послушаем с улицы. Давай.
Ну и сейчас я прокачусь, расскажу свои впечатления от езды. Ну и чуть-чуть ускоримся, конечно. Кстати, ручка, переключение передач, ну вообще принцип, как на бэхах, вот есть серии предыдущих, Е90, Е60. Рычаг не джойстик, как уже на новых бэхах пошло, а вот точно такой же принцип, как вот на предыдущих моделях BMW. Очень удобно, но джойстик гораздо удобнее уже. Я вот удивлен, почему здесь джойстик не сделали. Странно. Так, спорт у нас, да, стоит? Я надеюсь, что-то случится. Нихера себе. Ты по грязи, да? Придавил, да, она сразу. Угу. Так, у нас там камера дальше, да? Да, Мы вот тут вообще, слева мы перед- вообще не будем нарушать скоростной режим, но под камерами вдвойне не будем. Поворот небольшой. Веселая машина. Блин, ну звук реально как в компьютерную игру какой-то играешь. Кайф, да? Очень круто, да. Вот 180 она сейчас динамику не теряет, продолжает хреначить. Вот 200. И как всегда, это Россия. У нас или дорога плохая, или люди начинаются, которые едут чуть медленнее, чем Мы тут направо. Понял, да? на вообще, месте, как- когда стоишь, как газуешь, сказка вообще играет. не тот звук. Вот Да. когда едешь, она прям вот породисто звучит. Вот STI, там Evolution, это там, конечно, там совсем по-другому. И там вот настоящий спортивный выхлоп, ну там вот шуши закладывает. А здесь как-то и комфортно, он не напрягает. И вместе с тем вот, ну, прям вот очень нравится. Аж адреналин от звука поднимается, даже не от скорости. Я без музыки езжу. Качал там. Сидеть тоже очень комфортно. Я бы единственное, что добавил, конечно, регулировку задницы по наклону. Ее тут нету. Но ощущения очень приятные. Я не знаю, какая-то передача, но она была со 120 до 180. Пятая.
Очень круто. Это не STI, но тут очень много других преимуществ. Спасибо, Владик. А я забыл, что надо говорить. А, я же и не знал, похуй тогда. Придумывай. Ключ у нас очень необычный. Вот такой Что ты его симпатичный. туда показываешь, а тут показывай? А что его тут показывать? Ну ты вот так мне делаешь, он меня в камере не виден. Так ты на камеру настраиваешь. Я пытаюсь налево, ты тоже налево. Ты посмотри опять, а. Нет, еще ее не было. Ну, короче, не можем начать снимать, чтобы вот это не произошло. Ладно, я не буду в этот раз над ней издеваться. Или буду. Просто контраст какой-то. Глянь, здесь оп, а тут, глянь, кто-то срет. Что ты делаешь? Да писает ребенок. Короче, Тигран, на, снимай.